Добрый вечер, рад всех приветствовать. Сегодня мы с вами поговорим на такую интересную тему для тарологов, как самые важные, самые главные книги для тарологов. Меня часто спрашивают, пан Роман, а вот с вашей точки зрения, какие главные книжки интересные, нужные, что вы посоветуете? Я сначала отнекивался, говорил, что, как бы каждому важно свое, ищите сами. А потом решил, что стоит поделиться своим мнением. У меня есть 3 книги, после прочтения которых мой взгляд на Таро изменился радикальным образом. И я крайне рекомендую, считаю, что стоит читать вот именно эти 3 книги для того, чтобы глубже понять идею Таро. Не только и не столько набор каких-то значений, вот там уже в чатике пишут, что вот Мартин Уэллс, Таро Уэйта, большая книга символов. Вы набрасываете в комментариях, какие есть интересные книжки. Вы поможете подписчикам, да, пополним базу данных, да, какие книги у нас сейчас пользуются спросом. Вот пишут Преображенское Таро, практикум для души. Что-то там писали еще повыше Нина Чайкина, Таро 21 века. Вот Хайо Бансхов, Таро хороший советчик и Таро Райдера Уайта. Давайте посмотрим, что же у нас является главным. Конечно, это путь героя. Потому как без пути героя мы с вами не поймем смысла Таро, потому как Таро содержит в себе этот путь героя чуть больше, чем полностью. Словосочетание знакомое, и разберемся, зачем оно нужно и какие же книги нам объясняют, каким образом карты Таро содержат в себе этот путь героя. И, собственно, в чем смысл, в чем тот самый главный секрет, тайна старших арканов, почему их вот именно столько, да, почему именно в таком порядке. Вот. На самом деле порядок не так важен, но в общем и целом он должен сохранять примерно общий вектор. Ну, во-первых, самая главная, самая важная книга для таролога — это, конечно, книга Хая Бансхофа «Таро и путешествие героя». Почему? Я сейчас поясню. Но сначала давайте поговорим о том, кто являлся, скажем так, источником вот этих идей, которые Хайо Бансхоф нам, как тарологам, потомкам, наследникам его книг, да, он нам передал. Откуда он взял это все дело? Был такой интересный товарищ, звали его Джозеф Джон Кэмпбелл. Это американский писатель, исследователь, мифологии, автор трудов по сравнительной мифологии и религиоведению. Он приобрел большую популярность после серии интервью 85-86 года где-то. Благодаря своей книге «Герой с 1000 лицами», либо, как его переводят у нас, «Тысячеликий герой». Ну, «Тысячеликий герой» звучит более так возвышенно, более пафосно, да? Он повлиял на Джорджа Лукаса, допустим, который создал вот эту великую сагу «Звездные войны», на которую очень хорошо ссылаться, от того, что там как раз все вот элементы пути героя, которые прослеживаются в Таро, присутствуют чуть больше, чем полностью. Да? Книга «Тысячеликий герой» вышла в свет в 1949 году. Еще тогда. А в 2011 году ее признали там одной из самых интересных, самых великих, самых влиятельных. Чем же оно влияет? Чем же эта книга так повлияла на Таро? Да, на наше видение Таро, скорее. Дело в том, что при создании книги Кэмпбелл ссылался на мифологию, на тот самый большой миф, который присутствует в классике мифологии, в литературе. Вернее, он этот большой миф как бы сформулировал, да, обратил на него внимание, что, оказывается, этот большой миф есть, практически в жизнеописаниях каждого такого знакового героя, персонажа. Осирис, Будда, Иисус, Прометей, Мухаммед, Моисей, Одиссей, Нео,
если мы говорим о современной уже интерпретации героя, да, Нео из «Матрицы», и обосновывал это все, используя теории Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, Ван Геннепа и этнографов Джеймса Джорджа Фрезера, Франца Буаса и психолога Отто Ранка. Это официальная, скажем так, информация, которую вы можете найти хотя бы в Википедии. Конечно, Джозефа Кэмпбелла критиковали, потому как он являлся последователем Карла Густава Юнга. Он достаточно много с ним взаимодействовал, беседовал. Они, не то чтобы дружили, но они сотрудничали, скажем так, очень плотно. И вот именно у Карла Густава Юнга он взял вот эту идею архетипов, через призму которых можно рассматривать все истории и находить там какие-то общие ключевые точки, ключевые моменты, которые позволяют взять эти ключевые моменты из каждого отдельно взятого мифа, сказки, религиозных каких-то верований и вычленить вот саму суть большой мифологии, скажем так. Например, если мы говорим о Таро, в Таро вся эта мифология тоже присутствует, потому что Таро — это часть вот этого пути героя, часть вот этого мономифа, скажем так, единого большого мифа. И на самом деле для него Карл Густав Юнг даже был своего рода таким вот великим учителем, мудрым затворником, как мастер Йода, да, как магистр Йода в «Звездных войнах». И, в принципе, вот, вероятно, с образа Карла Густава Юнга этот великий магистр Йода и рисовался. Отшельник, который живет там сам себе где-то. Вы знаете, что Карл Густав Юнг, он жил, не то чтобы больше, но последние годы своей жизни уединенно на даче, скажем так, где строил башню на берегу озера. Вот, в общем, такой персонаж, который нам советует заглянуть глубже в себя. И вот та самая цитата, которая, скажем так, знаковой такой лампочкой загорается в «Звездных войнах», что в темном месте мы находим себя, и лишь знания освещают наш путь. Вот эта фраза, которую по слухам приписывают Карлу Густаву Юнгу, что вот именно об этом он говорил. Плюс очень многие моменты работы Карла Густава Юнга связаны конкретно с тенью, с препятствиями, которые мы преодолеваем, со своей женской стороной, если вы мужчина, со своей мужской, если вы женщина. Вот. Все это есть тут чуть больше, чем в полный рост, как я люблю говорить. Вот это первая книга. «Герой с 1000 лиц». Тысячеликий герой Джозефа Кэмпбелла. Это знаковая книга. По ней сейчас пишутся все сценарии. Она в свое время стала чрезвычайно популярной. И каждый уважающий себя сценарист считает обязанным прочитать эту книгу, потому что в ней, скажем так, большой алгоритм, по которому можно писать успешный сценарий. Если вы включите в этот сценарий ключевые точки, ваш сценарий будет очень похож на правду жизни. Как обычно в жизни происходят какие-то дела. Как именно это работает, мы с вами поговорим чуть-чуть позже. У Джозефа Кэмпбелла есть, скажем так, он не автор одной книжки. У него есть и «Тысячеликий герой», и «Сила мифа», и «Богини и тайны женской божественной сущности». Я думаю, что женщинам сейчас это очень актуально, будет очень интересно. И, собственно, он разбирает мифы, самые разные, с самых разных точек зрения, те ключевые знаковые мифы. Вот, например, роман о Граале, «Магия и тайна мифа о короле Артуре». Святой Грааль явно связан с архетипом божественного подарка, да, той, скажем так, цели, к которой мы стремимся, чтобы обрести силу знания, силу познания, силу всего, скажем так. Вот.
достаточно интересный, ну, мягко говоря, интересный писатель, автор. И если вы поймете вот этот большой миф, вы сможете увидеть его в картах Таро. Вторая книга, которую я считаю, скажем так, менее важной в мировом контексте, но очень важной для русскоязычных тарологов. Это книга небезызвестного и очень модного сейчас писателя, этнографа, исследователя Владимира Яковлевича Проппа. Владимир Пропп. Слышали, вероятно, там особенно любит его упоминать Екатерина Шульман и прочие там какие-то персонажи на Ютубе очень часто ссылаются на вот эту вот книгу, на этот труд «Исторические корни волшебной сказки». В этой книге Владимир Пропп объясняет основную символику сказок. Например, почему Баба Яга вообще такая страшная, но при всем этом она как бы дает какой-то важный подарок, который помогает главному герою преодолеть тяготы там, путешествия в потусторонний мир. Что такое граница между миром живых и миром мертвых? Что такое зверь-помощник? Да? В общем, вся та символика, которая присутствует в картах Таро, присутствует в сказках. И Владимир Пропп обратил на это особое внимание еще на, скажем так, в самом начале 20 века. Обратил на это внимание и вывел интересный труд, интересную книжку, написал. И, соответственно, от этого надо отталкиваться русскоязычным тарологам. Потому что это архетипы, которые понятны нам с детства. Тем, кто как бы вырос на, скажем так, славянских сказках. Неважно, там русскоязычные, украиноязычные, белорусскоязычные, польские, чешские, славянские сказки имеют вот что-то такое общие глубинные корни, и каждому носителю русского, украинского, белорусского, польского, чешского языков вот эти архетипы интуитивно понятны. С этими архетипами обязательно нужно знакомиться, чтобы понимать, что они значат для наших с вами современников. От того, что если вы напрямую будете пытаться карты Таро связать с теми значениями, которые тьма тьмущая современных тарологов, которые, ну, откровенно говоря, не так уж хорошо разбираются в этих картах Таро, судя по тому, что они пишут. Но, тем не менее, все считают нужным набрать какой-то вот списочек этих самых значений. И те любители Таро, которые учатся картам Таро, да, они считают, что стоит прочитать эти значения, заучить, вызубрить, и все на этом. Да, и ты будешь обладать великой тайной Таро. Потом начинают работать и не очень понимают, почему эти значения у них не работают. Потому что эти значения только частный взгляд одного отдельно взятого таролога на великие большие эти архетипы. Да, вот на те самые старшие арканы Таро. Вот на те самые ключевые точки большого мифа, которые у нас в картах Таро изображены в виде картинок, которые интуитивно понятны всем тем, кто имеет вот общие, скажем так, исторические корни. Вот как-то так. Что еще надо заметить? У Юнга, Кэмпбелла, Шекспира и Пушкина и многих других творческих деятелей, ученых, поэтов, писателей, философов, тех, кто творил и творит в этом материальном мире мыслью, есть много общего. Общее смысловое поле. И вот это общее смысловое поле, они из него черпали и продолжают черпать свое вдохновение и создавать труды, прекрасно понимая, что ничего они сами не придумывают, а просто берут уже как бы готовое, они не сочиняют ничего. Они берут архетип и облекают его в некую форму, скажем так, заворачивают смысл в красивую бумажку. И вот это то, чем занимаются все современные, скажем так, сценаристы. Они создают новую обертку для того самого единого мономифа, большого, великого мифа, который, в принципе, у нас называется «Путь героя». Да? Тысячеликий герой и, собственно, его путь. Об этом
Собственно, о самом мифе мы поговорим подробнее буквально через пару минут. А я упомяну третью книгу, которую я крайне рекомендую. И это, в принципе, та книга, которую все ожидали тут увидеть, все знакомые с моими лекциями. Я постоянно упоминаю этого автора, это Хайо Бансхоф. Он, к сожалению, уже умер. В 2009 году оставил этот мир и ушел куда-то дальше. Это самый известный европейский таролог нашего времени. Известен он по своим книгам, которые посвящены Таро и астрологии. Он и таролог, и астролог. Но известен он в первую очередь как таролог. Изучал лингвистику во Франции, потом философию в Мюнстере, потом работал на самых разных работах, да, мотало его по жизни. В том числе 12 лет вот он работал в частном банке в Мюнхене. Немец Хайо Бансхоф родился в 1949 году. В 1985 уволился, да, стал таким свободным художником, писателем, астрологом, тарологом. Написал по Таро множество прекрасных книг. На постсоветском пространстве он стал известен где-то в конце 90-х, когда Евгений Колесов, знаете такого, да, привез его в Москву, по-моему, или в Питер, я уж не помню, куда именно, и, собственно, он прославился на постсоветском пространстве. Вот, скажем так, в русскоязычном секторе интернета. Самая знаковая, самая важная книга, которую я всем хочу порекомендовать, это «Таро и путь героя». Путешествие героя. Идея взята, конечно, у Кэмпбелла. Он просто напрямую связал эту идею с развитием карт Таро по какому-то алгоритму. Что интересно, в этой книге Бансхоф, скажем так, не то чтобы просто дает какие-то значения, но, прочитав эту книгу, вы поймете, что такое Таро, вы почувствуете, что такое Таро, вы увидите цепочку этого мифа, потому что Бансхоф объясняет, в чем он видит те цели или задачи, которые мы должны проходить через эти карты, должны преодолевать, проходя через эти карты. Карты как бы ставят перед нами эти задачи, и смысл нашей жизни — это преодоление вот этих преград, для того, чтобы получить какую-то награду, удовлетворение вот этой жизни, некий смысл жизни. Каждая карта — это экзамен, очередной рубеж, который нужно преодолеть. Она дает некое ощущение, которое мы должны осознать. Мы должны научиться карте, да, прожить эту самую карту. И вот у Хайо Бансхофа великолепно описано ощущение каждой карты, которая позволяет как раз вот эту цепочку ощутить, скажем так, на себе. Именно после этой книги я не смог читать никакие наборы каких-то просто значений. Основной смысл Таро содержится в этой книге. Это самая главная книга по Таро на, скажем так, на данный момент. Читать, конечно, ее в первую очередь. После путешествия героя читать уже Пропа и Кэмпбелла. Таро и путешествие героя даст вам ощущение карт, а тысячеликий герой Кэмпбелла и корни волшебной сказки Пропа дадут вам понимание. То есть они как бы позволят вам нырнуть глубже в каждый архетип, объяснят. В принципе, с этого начался мой путь в Таро. Ну, вот такие дела. Так что вот это читать обязательно. Второе путешествие героя Бансхофа. Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой», герой с 1000 лицами. И для русскоязычных очень желателен Проп. Проп или исторические корни волшебной сказки. Вот как-то так. Вот 3 самые главные книги. Никакие значения, никакие развороты смыслов карт Таро по отдельности вам, скажем так, столько пользы не принесут, сколько эти 3 книги. Скажем так, прочитав эти 3 книги, вы сможете
нарабатывать себе свои значения самостоятельно. Теперь давайте поговорим подробнее о том, что такое большой миф, мономиф, либо путь героя. Ну, во-первых, мономиф или единый миф — это идея, что у всех историй, мифов, религиозных учений, философских каких-то учений есть единая структура сюжета. Это то, что называется сейчас модным словом storytelling, да, искусство рассказывать сказки, вот нанизывать как бы какую-то историю на вот на ту самую вязаночку бусин мономифа. Есть единая структура сюжета у всех мифов, это путь героя. Согласно ему есть какой-то герой, да, и герой этот структурно из мифа в миф проходит тот же самый путь с одними и теми же испытаниями. Эта штука есть, допустим, у Майкла Муркока, если вы читали такого фантаста, у него там целый цикл есть о Вечном Воине, который проходит как бы золотой нитью через все его сочинения. То есть там несколько романов, в которых вроде бы разные персонажи, но прочитав эти романы, мы понимаем, что это примерно один и тот же герой, просто в разных ипостасях, как бы проживает разные жизни, но постепенно как-то развивается, чему-то учится и, соответственно, что-то теряет, что-то находит, прослеживается какой-то вектор развития. Поэтому Майкл Муркок считается одним из таких столпов современного фэнтези, современной фантастики. Очень крутой писатель, очень советую. Кино, вот похожее на этот разбор, один из, скажем так, знаковых фильмов, которые стоит посмотреть, чтобы оценить масштаб трагедии, это то кино, откуда я взял этот стоп-кадр. Это «Облачный атлас», если вы помните, там вот как развивается душа главного героя, несколько душ нескольких разных героев при прохождении жизненного пути, кто-то вверх, кто-то вниз, да. Как при каждом воплощении герой сталкивается с самыми разными проблемами и, соответственно, либо преодолевает их, либо, скажем так, попадает в зависимость от обстоятельств и падает в своем развитии, скажем так. Одна и та же мифологема характерна как для жителей, допустим, Древней Греции, Илиада, Одиссея, да, так и для Скандинавии. Старшая Эдда, младшая Эдда, деяния богов, индийская мифология, то же самое. Поэтому вот аналогии, они встречаются везде. Люди видят жизнь примерно похожим образом. И, скажем так, одевают своих внутренних героев в одежды самых разных богов. Но примерно те же самые действия все эти боги должны совершать, чтобы либо спасти мир, либо как-то преодолеть, опять же, что-то. Мотивы мифа в разной последовательности включают в себя обязательно какой-то призыв к приключениям, да, должен прийти какой-то мудрый наставник Гэндальф и вытащить хоббита из его уютной норки и пинком отправить там в путешествие по изменению себя, чтобы главный герой вернулся назад измененным, выросшим внутренне и внешне и с каким-то непременно сокровищем, которое дает ему какую-то сверхсилу, сверхвозможность. Да? Это обязательно обретение друзей и союзников, какие-то внутренние силы, какие-то способы действий, с помощью которых герой преодолевает трудности и побеждает врагов. Обязательно бывает встреча с каким-то самым главным, самым страшным испытанием, которое чаще всего в хороших книгах, в хороших историях, в хороших мифах, чаще всего это сам герой есть, вернее, его темная сторона, та самая тень по Карлу Густаву Юнгу, недостаток, его самый главный недостаток, с которым он должен непременно справиться. Это такая большая проверка, самый главный экзамен в жизни. Вот этот автор Кэмпбелл сравнивает это с опытом Ионы в чреве китовом, если вы помните эту историю. И непременно, обязательно в каждом этом большом мифе должно быть что-то похожее на получение вот той самой награды мифической, да, мономифической, и путь домой, путь обратно. Почему? Потому что если мы
разбираем жизнь человека, раскладываем ее на какие-то составляющие, мы понимаем, что в гостях хорошо, а дома лучше. Что человек постоянно ищет какой-то вот тот самый потерянный рай. То есть, по сути, он все время пытается вернуться в это беззаботное и счастливое детство. Но с пониманием того, что туда вернуться нельзя, он как бы идет вперед и пытается воссоздать это детство в каком-то виде. Как бы домой можно вернуться. Но ты понимаешь, что это уже не тот дом, да, что ты изменился. Но это неплохо, это хорошо. Главное, что ты понял, преодолел. Если помните, вот очень красиво это было подано в «Интерстелларе», когда главный герой преодолел вот все эти коридоры времени, да, справился с основной задачей и вернулся к себе домой, но несколько странным образом. Этот дом был воссоздан там с точностью до сантиметра на большом космическом корабле, который летел куда-то, нес на себе все человечество, спасал куда-то, да. И вот они взяли эти, скажем так, руководители этого корабля воссоздали музей своего спасителя в виде его дома. И вот он заходит в свой дом, видит свой старый диван, мебель и понимает, что вот да, ты в самом деле вернулся домой, только дом уже не пыльный, как это было раньше, а прям чистый и даже в чем-то скучный. И это позволяет ему двигаться дальше к каким-то новым мирам. Если вы помните «Интерстеллар», вот тот дом, в который он вернулся, это прообраз его детского дома. Это возвращение к себе. Тот самый путь героя, который он должен пройти по кругу и вернуться домой. Вот. Хоббит должен вернуться домой. Фродо, который бросил кольцо, ну, с оговорками бросил кольцо в этот самый, в жерло Ардруина, да, Огненной горы. Он вернулся домой, назад в свой Шир, который был уже захвачен там какими-то злобными этими самыми орками, и вернулся к нему. Собственно, есть разные схемы по этому большому мифу. Есть какие-то более серьезные. Их можно нагуглить очень легко в этих самых, в этих самых интернетах, да. Обязательно, вот как я уже говорил, есть протагонист, какой-то герой, есть антагонист в виде какого-то главного такого испытания, главного врага, есть зов приключений, какая-то сверхъестественная помощь от каких-то волшебных животных, либо каких-то мудрых учителей. Есть граница между мирами, когда герой уходит из известного мира и, как помните, Фродо с этими с тремя своими попутчиками, да, переходил границу Шира и внезапно осознал, что вот она, граница чего-то известного, привычного. Там Шир, знакомый дом, а дальше неизведанное, да, вот то самое неизведанное, загадочное и таинственное, и там непременно неприятности, которые непременно ждут, как котенка Гава, да, и нужно туда идти, потому что эти неприятности, они же ждут, вот. На этой границе чаще всего стоит какой-то страж порога, который тебя испытывает, ты проходишь какие-то испытания, близкие к смерти, потому как граница между двумя мирами, между живым и мертвым, между миром живых и потусторонним миром, миром информации. Чаще всего это выглядит как погружение внутрь себя, под какие-то горы, в какое-то подземелье, в какую-то сокровищницу Аладдина или в море, да, через которую нужно пройти, встретить там этого пылающего демона-стражника Барлога, который непременно должен затащить за собой вот этого мудрого учителя Гэндальфа, который приносит с собой как бы жертву, себя в жертву приносит, чтобы главный герой мог двигаться дальше. Везде есть вот эти этапы. Обязательно должна быть какая-то трансформация главного героя, какая-то награда, какой-то подарок. Вот. И, само собой, главный антагонист, какой-то дьявол, с которым нужно сразиться, некий дракон, которого нужно перехитрить, победить, убить. Либо это Саурон,
да, либо это какой-то дракон, либо какое-то чудовище, что-нибудь еще такое. В общем, какой-то главный злой персонаж, сумасшедший ученый, который там зловеще хохочет, и мы должны что-то с ним сделать, чтобы он, ну, чтобы спасти мир, грубо говоря. Вот как-то так. И обязательно надо вернуться домой. Это вот самое главное. Обязательно мы должны как бы искать путь к тому самому потерянному спокойствию, чтобы обрести полноту, скажем так, власти над миром. Управлять миром должны научиться. Все это есть в самых разных вариациях. Есть как бы в оригинальном исполнении Джозефа Кэмпбелла. Там и встреча с богиней, дорога испытаний, чрево Китова, переход в другой мир, примирение с отцом, сокровищ. Ну, в общем, в самых разных вариациях есть этот самый миф. Ключевые моменты, главные архетипы, могут меняться местами. Достаточно свободно, вольно. Все это присутствует в сказках и делится чаще всего на какие-то 3 стадии. Если помните, я в серии видео, где я рассказывал о младших арканах, я пользовался вот этой триадой. Завязка, кульминация, развязка. Завязка — это, собственно, когда героя вытаскивают куда-то в неизведанное. Кульминация — это вот то сражение, которое он проходит в самом темном месте истории, да. И развязка — это когда он возвращается домой уже как бы видоизмененным, трансформированным, с каким-то с подарком, да, вот, с бесплатным тостером и вот с этим всем таким прочим. То есть завязка — это сепаративная стадия. Это выход из прежнего социального или иного статуса. Да, мы уходим от того, что нам наскучило. Отход от культурных функций, разрушение социальной роли. Вот. Это символизируется обычно уходом, бегством, вынужденным, либо осознанным, спонтанным бывает. Чаще спонтанным. И какие-то скитания. Он непременно куда-то идет, преодолевая. Перед этим он слышит призыв к этим странствиям. Он может согласиться, может нет. Там дилемма выбора. Соглашаться или остаться. Если помните, в «Хоббите» там было такое сомнение. Гномы уже ушли, а Бильбо Бэггинс позже всех проснулся, понял, что они все ушли. Сначала обрадовался. Он же сначала сказал: нет, я с вами не иду. А потом передумал и догнал их, собственно. То есть принял какое-то решение, сделал выбор в пользу странствия. Вот. Вот все эти перекрестки, которые налево пойдешь, направо пойдешь, это все тематика выбора. Ламинальная стадия, то есть, собственно, вот эта кульминация, пересечение границ, пребывание в необычном промежуточном состоянии, ощущение, что ты ничего не видишь, ничего не понимаешь, это максимум отчаяния, это, скажем так, борьба со своим негативом внутренним, встреча с тенью, борьба с этой тенью, как вот Хама Брут с Вием, да. Анима Хамы Брута это была панночка мертвая, да. А тень — это вот тот самый Ви, которому поднимают веки. То есть Хама Брут, по сути, Фома Брут, он заглянул в глаза своему самому страшному греху, самому страшному пороку, осознал, какой он есть, и как бы упал замертво, да, от того, что не смог этого перенести. Главное действующее лицо, главный герой должен побороть этого Вия, этого Саурона, этого дракона Смауга, вот этого мистера это самого Смита, да, агента Смита в Матрице. Вообще везде есть какой-то главный злой паразит, с которым надо сразиться, Кощей, которого нужно непременно как-то хитрообразно убить, побороть. И ты получишь там какую-то царевну в подарок, да, еще и полцарства в придачу. Вот. Так что вот это очень похоже на погружение куда-то в глубину, внутрь и внутреннюю борьбу. Люк Скайуокер узнает, что, оказывается, Дарт Вейдер — это его отец. Он кричит: нет, не может быть. А Дарт Вейдер говорит: да, я твой отец. Это вот отсылочки к Кэмпбеллу, отсылочки к Карлу Густаву Юнгу, да, вот с тем, что мы, в конце концов, являемся, скажем так, версией своих родителей, которую мы должны переступить, преодолеть, перерасти и, скажем так, направить к свету. Вот такие дела. И конечная стадия непременно после вот этой борьбы,
Это конец любого мифа или мифологической истории. Это возвращение героя, как пишет Джозеф Кэмпбелл, к Аксис Мунди, к центру Земли, к пупу Земли. Да? То есть самопознание, самость. То, о чем говорил Карл Густав Юнг. Та нирвана, к которой стремятся буддисты. Да? Та цельность, мироощущение всего, о чем говорят поклонники дзена, да, вот то самое кольцо должно быть завершено. Если вы помните, символика дзена — это иероглиф в виде кольца, просто О, да, или нолик. Если вы помните в «Звездных войнах», да, ключевая фраза из как бы первой, но четвертой части «Звездных войн», да, круг замкнулся, Оби-Ван Кеноби, да, то есть вот как бы та точка, с которой все началось, и к чему все приходит, и наконец-то мы сможем все понять. Конец мифа — это, конечно, еще и смерть героя, потому как, если вы помните, Нео в конце «Матрицы», в конце третьей части, он как бы умер, исчез для реального мира, хотя сам стал всем этим реальным миром. Как бы понял, что он и есть весь мир. Это очень, на самом деле, глубоко философское кино. И вся эта идея, путь героя, вот Лия правильно пишет в чате, что по сути путь героя — это путь каждого из нас. Да, это тот самый миф, который мы проживаем. Это главный миф вашей жизни. Именно об этом говорил Карл Густав Юнг, чем вызвал мое безмерное уважение и преклонение. Я понимаю, что теперь надо более глубоко, чем раньше, изучить, скажем так, юнгианское знание. Так что вот как-то так. Если помните, в «Хрониках Амбера» тоже Корвин, главный герой, он сначала пытался вылечить испорченный лабиринт, который создал его отец Аберон, а потом пришел к тому, что нет, ты должен создавать свой центр мироздания, ты должен создавать свое древо жизни, вырастить, ты должен создать свой лабиринт, да, сам прорезать этим вот камнем в плоти мира, создать этот лабиринт, который будет воплощением твоего мира. И Корвин, если вы помните, после того, как создал этот самый лабиринт, он по итогу все-таки исчез. То есть он стал всем этим миром, если уж так смотреть. Вот. В общем, все вот эти великие книги, все они могут быть рассмотрены с точки зрения большого мифа. Я тут только, буквально штук 10, наверное, привел примеров из тех, что я вот первыми в памяти всплывали, я без всякого там... можно, конечно, гуглить, искать, но по сути, если вы понимаете, что такое большой миф, мономиф, путешествие героя, путь героя, то вы понимаете, что это в «Одиссее» есть. Потому что Одиссей стремился вернуться домой, преодолевая некоторые там препятствия. 12 испытаний на пути к обожествлению было у Геракла, если вы помните, да, 12 этапов. Хоббит или туда и обратно, уже само название говорит, да, уже сама символика этой круглой двери, круглого мирка говорит о том, что это мономиф. Ну и, конечно, «Властелин колец» — это, скажем так, я думаю, пока никто не смог превзойти профессора Джона Рональда Руэлла Толкина, потому как он очень, мягко говоря, очень хорошо разбирался в мифологии, в филологии и создал ошеломляющий пример вот воплощения великого мифа. «Звездные войны», конечно, да, помельче, но тоже эпично. «Гарри Поттер». Там все несколько сложнее, но тоже угадываются основные лейтмотивы. «Король Лев», да, «Аватар», «Волшебник страны Оз», если чуть постарше брать. Из кино самым лучшим, самым известным и популярным фильмом считается в мире «Побег из Шоушенка». Во всех рейтингах он стоит на первой строчке. Вот там этот большой миф чуть больше, чем полностью. Человек обретает свободу, вырывается из внутреннего из этого мрака тюрьмы и обретает свободу внешнюю. Туда же идет значит, Вендетта, да, тоже что-то очень похожее. «Хроники Амбера». Великое произведение.
психоделической фэнтези, скажем так, за авторством Роджера Желязны. Это вот как раз тот роман, вернее, 5 романов и еще 5 второй части, да, такая толстая книга, с которой у меня, в принципе, началось знакомство с картами Таро. «Звездная пыль», если мы берем фильм, если вы видели. «Матрица», само собой. «Блуберри» я очень люблю всем советовать. Даже «Безумный Макс». Вот вроде бы казалось какая-то постапокалиптическая фантастика, а там тоже присутствует путь туда, возвращение назад, с каким-то триумфом, с каким-то знанием, с пониманием того, как устроен мир, кто ты есть в этом мире, Кама Гридеши, да, куда мы идем, зачем вообще все это надо. Вот это великие произведения, которые на самом разном уровне показывают один и тот же миф. И этот миф — это гарантия успеха произведения, потому что люди в произведениях любят правду. Вы должны видеть взаимосвязи этого мифа с правдой жизни. Кино хочется верить. Если кино снято плохо, вы ему не верите, этому кино. Вы не можете в него погружаться. Но если кино снято хорошо, значит оно снято вот с такими какими-то ключевыми моментами. Есть зов к приключениям, само приключение, наставник, который тебе как-то помогает, граница, которую надо перейти, друзья, союзники, либо волшебные животные, лабиринт, какие-то трудности, испытания, борьба вот с этим Дартом Вейдером со своей темной стороной, получение каких-то плюшек, и обязательно эти плюшки надо перенести домой, чтобы жить весело и счастливо, там, и умереть в один день, скажем так. Если вы умеете, находите эти взаимосвязи, то есть зачем надо смотреть все эти фильмы, все эти книжки? Зачем я так настоятельно советую это делать? Чтобы вы тренировались находить взаимосвязи. Когда вы натренированы видеть глубинный смысл, не внешний, что там какие-то смешные, в смешных шмотках, какие-то наивные джедаи машут какими-то световыми мечами, какие-то роботы, там, что это, зачем это вообще? Дарт Вейдер, что он такой темный? Почему этот император такой злобный? Почему он не может быть добрым, этот император, да? Вот, что у него там, изжога или что? Что у него такой характер гадкий? Но когда мы знаем этот миф, мы видим логику. Мы понимаем, почему. Мы даже предугадываем. Мы знаем, какой шаг героя будет следующим. А раз мы знаем, какой шаг героя будет следующим, то когда мы раскладываем карты Таро, то есть по сути те же самые архетипы, просто в средневековом виде, да, мы видим эти взаимосвязи, мы узнаем этот миф, и мы понимаем, что после, допустим, вот если брать все развитие старших арканов, сначала, конечно, мы сталкиваемся с этим самым... Так, секундочку. Мы сначала сталкиваемся с призывом к путешествию. То есть, само собой, это наивный какой-то дурачок, шут, да, шут, джокер, дурак, глупец, который готов отправиться в путешествие. Не понимает зачем, не понимает, кому это надо, зачем это надо, но у него появляется желание, как у мага, он осознает, куда надо идти, у него есть голос совести, черный-белый, правильно это или неправильно, то есть какой-то порыв внутренний, исправить что-то неправильно, сделать так, как правильно, вместо черного сделать белым, да. Обязательно есть какие-то, как императоры, императрица, либо родители, которые благословляют в дорогу, дают какой-нибудь волшебный хлебец, либо еще что-нибудь такое. Либо наоборот, они являются такой, скажем так, трудностью, которая формирует характер главного героя. Например, в Гарри Поттере у Гарри Поттера родители были убиты этим злобным персонажем, да, самым злым, страшным героем, антигероем, вот этим самым дьяволом, да, который, по сути, является темной стороной главного героя. Если вы помните, в Гарри Поттере лорд Волан-де-Морт это была как бы... Он был единым с Гарри Поттером. Это было его темной стороной. Он должен был побороть свою темную сторону. Темная сторона должна была умереть.
потому что помочь ей никак нельзя. Вот. Для этого и главный герой должен пройти через границу смерти, испытания, да, он сам должен решиться на это, пойти добровольно в этот темный лес, как у Данте, вот тот самый путь жизненный пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Это тот самый лес, через который обязательно должны были пройти Бильбо Бэггинс и 12 гномов. Вот. Обязательно должен быть какой-то учитель, наставник, иерофант. Да? Это может быть и тот самый советчик мудрый Гэндальф, но это скорее больше похоже на, если вы помните, вот король эльфов, к которому они пришли, и он просто обладал некой мудростью, сказал, что им как куда надо идти. Влюбленные — это та символика, которой мы пользуемся в вопросах выбора. Да? Главный герой становится перед выбором. Это выбрать либо это. Колесница — это, конечно же, то самое волшебное средство, волшебная палочка у Гарри Поттера, либо исчезающий плащ у того же Гарри Поттера. Это волшебство, которым пользуется тот же самый Гэндальф. Это волшебное свойство Нео, когда его учитель, да, Морфеус, научил его кунг-фу. Например, в «Матрице» вот эта колесница, если вы помните, у них был вот этот корабль, на котором они там под землей где-то шастали, летали. Я уж не помню, как он называется. Обязательно что-то такое должно быть. Вот. Волшебный помощник, внутренняя сила человека, животная его сущность, которую нужно направить в нужную правильную сторону. Это серый волк у этих самых, в русских народных сказках Иван-Царевич и серый волк. Красавица и чудовище, да, чудовище, с которым надо помириться, чтобы оно тебе служило, чтобы оно тебе что-то подарило. Обязательно есть момент, где главный герой остается в одиночестве, в сомнениях, он сам должен принять решение. Если вы помните Фродо, который нес кольцо, он в какой-то момент решил, что ему нужно одному идти, от того, что он только один, это только его ноша, никто ему помочь не может. Колесо Фортуны — это тот волшебный механизм, который мы задействуем, да, чтобы преодолеть какое-то задание. Justice, как правосудие, это может быть как... Ну, помните, Баба Яга, да? Она подсказала дорогу, посоветовала, она показала, куда идти. Объяснила, как побороть Кощея. Потому что Justice, правосудие, это не столько знание своих сильных сторон, сколько знание слабости твоего противника, другой стороны, твоего врага, да? Баба Яга подсказала о том, что у Кощея там смерть на кончике иглы, игла в яйце, яйца в утке, утка в зайце, ну и весь этот сумасшедший зоопарк. Вот. Повешенный человек — это тот сложный момент, с которым сталкивается главное действующее лицо, главный герой. Например, если помните, Фродо был схвачен какой-то паучихой, да, был завязан в паутину и был между жизнью и смертью. То есть практически прикоснулся к смерти. Вот, но изменившись, он как бы смог, преодолел, и вот в виде там соблазна какого-то, с одной стороны, этот самый Голум, да, Голум, он был той самой животной силой, да, которая помогала, проводила, животное-проводник. Он же показывал дорогу Фродо, да? А с другой стороны, он же его и искушал. Это как темная сторона самого Хоббита. Башня — это символика свержения главного злодея. То есть главный злодей — это вот этот Голиаф, огромный, башнеподобный, страшный, устрашающий, супер-мега опытный воин.
которого ты не сдвинешь, не пошатнешь, ничего ты с ними не сделаешь. И легкий, хитрый какой-то герой на волшебной колеснице, на каком-то сером волке, на чем-то таком, какая-то способность у него есть, которая может эту башню побороть. Тот самый Давид, который с помощью прощи, да, кинул камень не просто рукой, а прям прощой, чем-то что-то использовал. Ну и само собой путь назад, домой, это надежда на то, что станет лучше, преодоление каких-то испытаний на обратном пути. Потому что если помните, вот эти мало было победить Кощея, да, там либо какого-то злого персонажа, нужно было еще и ноги унести, а он там то расческу назад бросает, то еще что-то, там то лес встает, то озеро, ну, чтобы задержать силы, которые тебя преследуют, то, от чего ты убегаешь. Луна — это вот те страхи, от которых ты должен уйти, убежать. Ну и, соответственно, дар богов, забота о главном герое и, собственно, освобождение от необходимости куда-то что-то идти. Освобождение от зла и обретение вот той самой самости по карте мир, да, обретение, ну, конец делу венец, собственно. Вот вам большой миф, очень коротенько. Еще раз напомню, в каждом произведении не обязательно в этом порядке должны располагаться архетипы. Это уже зависит от красоты самой сказки, самого мифа. Но карты Таро претендуют на то, чтобы нам показать, в каком порядке надо преодолевать эти сложности, как их проще пройти, с помощью чего, как себя надо вести на определенном этапе прохождения каких-то жизненных сложностей. Вот такие, вот такие вот дела. Такой вот путь героя, скажем так. Зачем это все надо? Еще раз поясняю, для того, чтобы вы поняли, что Таро — это не просто набор разрозненных картинок. И не просто какие-то 3 раза по 7 карт. Это действительно 3 раза по 7 карт, но это вот те самые 3 стадии: сепаративная, лиминальная и конечная, завязка, кульминация и развязка, которая есть в жизни каждого человека. Их можно выставить в определенном порядке. И тогда этот определенный порядок подскажет вам, куда идти. К вам пришел человек, описывает какие-то проблемы в своей жизни, вы из карт видите, прав он или ошибается, понимаете, что за момент у него в жизни происходит, где этот момент располагается на пути героя, и предсказываете ему, что там будет дальше на этом пути героя. Предупреждаете его. Вы как вот тот самый мудрый наставник, как Баба Яга, даете волшебный клубок главному герою, который пришел к вам за консультацией, и помогаете ему выбраться из этого темного леса. Вот. Как-то так. Надеюсь, пояснил, потому как там много чего можно говорить. Вот. Это бесконечная история. Кстати, бесконечная история. Вот та самая сказка волшебная немецкая, да, одна из моих любимых. Я помню, в детстве ходил в кинотеатр на бесконечную историю. Тоже один из вариантов большого мифа, где главный герой преодолевает, у него есть волшебный конь, которым приходится жертвовать, чтобы пройти и выбраться дальше из этого болота. Вот тот самый страшный зверь, которого нужно победить, самое злое зло, да, вот тот самый хаос, который надвигается. И, конечно, Атрею, как главный герой, он должен найти, воссоединиться с принцессой волшебного мира, с королевой мира фантазии и дать ей имя. Ну, то есть привязать ее к себе, стать единым целым по символике. Тоже вам яркий пример мифа, который отзывается глубоко в сердце, и вы ему верите, потому что это реальная история. Она происходит с каждым из нас, просто в другой форме. Но каждый из нас — это вот тот самый Атрею, который попадает в какие-то сложные проблемы, пытается кого-то спасти, ему приходится чем-то жертвовать, обязательно жертва должна быть, без этого никак. Вот такие дела.
Так, что нам там написали в чате, какие еще примеры, возможно, привели. Что-то я видел, что-то нет. Опять же, я не доктор, чтобы знать все, поэтому что-то видел, что-то нет. Фильм «Блеск» 96-го года. Слышал, даже начинал смотреть, но что-то меня отвлекло, и я так и не досмотрел, по-моему. Да, вот о пианисте. Мия Миллер, здравствуйте. Опоздала к началу. Ничего страшного, все будет в записи. Роман, вы понимаете, что своим обучением плодите псевдо... Не очень понимаю, что вы имеете в виду. Так, окей. Фандорин — это тоже путь героя. Вы имеете счастливую возможность задать вопрос автору. Акунин есть, живой, слава богу, как бы дай ему бог здоровья. Ему можно как-то написать, наверное, у него там есть какие-то свои эти самые свои соцсети, и, конечно, ему можно написать, я так думаю. Мультфильм «Душа», да, верно. Миф принесения Одином самого себя в жертву ради знаний и мудрости, отдать глаз, да, конечно. Это, ну, как бы Один — это один из самых ярких мифов. Он там проходит разные испытания, путешествия, он жертвует самим же собой ради себя же самого. Вот он, кстати, очень хитро сделал. Вот. Вот такие дела. Хроники Аркан, 6-я книга, фантастика, постапокалипсис. Читала, не могла оторваться. Только сейчас, слушая лекции Романа, понимаю, как там шикарно представлены старшие арканы. Сериал Ведьмак. Да, вот как-то так. Там даже не столько сериал, сколько стоит. Если вам понравился сериал Ведьмак, вы почитайте оригинал Сапковского. Вот. Там целый цикл романов, и там гораздо интереснее, гораздо глубже. Вот. Стивен Кинг, «Темная башня». В точку. Я, правда, так и не дочитал. Мне все-таки Кинг тяжело идет. Я не люблю Кинга. У него очень интересные сюжетные повороты, но у него философия такая на уровне как наши родители нас испортили, и как с этим, и что с этим делать. Да, у него практически все фильмы вот об этом. Вот, о том, как там главного героя мучили родители. В этом, конечно, есть зерно истины, но прям, чтобы так уж аж все, вот только об этом, глубже он почему-то не идет. Вот. Что там еще? 7 книг по Таро, и пока ни одна из них не зашла мне. Роман, эта тема очень важна для нас, как, впрочем, и все эфиры от вас. Ну, может, не все эфиры важны, но тем не менее. Джозеф Кэмпбелл, Проб и Бансхов — это вот та троица, которых обязательно надо читать, чтобы почувствовать, насколько Таро глубокая вещь. Вот, просто как бы значений... Роман, а что вы из Юнга посоветуете? Я посоветую для начала прочитать его автобиографическое произведение, которое называется, если я правильно помню, «Воспоминания, сновидения, размышления». Там он описывает, как он пришел к своим идеям, и очень круто это описывает. Дает понимание того, как Юнг эту свою идею, собственно, двигал. А дальше вот его самая популярная, такая как бы научно-популярная его книга, которую его уговорили написать вместе с его учениками, это «Человек и его символы». Вот с этого надо начать. А потом уже, если это все зайдет, можно читать его действительно глубокие научные труды. Но это уже как осилите, потому как все-таки Юнга сложно читать. Но вот если начать с такого самого популярного, самого общедоступного, массового, народного, то это «Воспоминания, сновидения, размышления» и «Человек и его символы». Так. Роман, как вы относитесь к астромифологической колоде Ленорман? Никак, не мое.
Вообще, Ленорман как-то мне не интересно, поэтому вот я особо и не обращал внимания на какие-то вариации Ленорман. Вообще, как бы скажем так, нет никаких достоверных свидетельств того, что Ленорман вообще какие-то книжки писала и создавала какую-то колоду. Вот. Насколько я помню, она там, по-моему, обычным цыганским таро как-то пользовалась, либо вообще игральной колодой. В общем, ну, ходят такие слухи. Я ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, просто потому что особо мне это не интересно. Поэтому туда и не копал. Рэйчел Поллок советует новое руководство по картам Таро. Константин Лаво, Таро Уэйта. Вот Лаво часто вспоминают. Ну, там есть очень интересные моменты. Руслана Метлицкая, энциклопедия Таро Уэйта. Я очень часто наталкиваюсь на название там энциклопедия Таро, полная энциклопедия, лучшая энциклопедия, энциклопедия Таро Уэйта, Кроули, Марселя, и каждый раз разные авторы. И все энциклопедисты. Ну, читаешь просто набор значений. Поэтому я в какой-то момент просто перестал читать вот эти наборы значений, потому как даже в Мартин Уэллс большая книга символов, там очень много отсебятины и, скажем так, там очень много толковых вещей у Уэллс, но у Мартина Уэллса, но очень много и такого за уши притянутого. Он мне что-то не зашел совсем. Алиса Хшановская, кстати, тоже вспоминали. Вот как и Хшановская, мне тоже с ее психологическим портретом Таро, мне ну, как-то так. Я ее читал, ну не заходит. Бансков у меня, я проглотил книгу и потом несколько раз перечитывал. А вот Хшановская, при всем уважении, ну не идет и все. Вот. Все-таки есть у нас какие-то вкусовые предпочтения, и, наверное, это хорошо. Как говорится, пусть цветет тысячи цветов. Так, секундочку, надо сейчас вот одного товарища тут забанить. Как это делается? Сейчас, секунду. Тут я пока... Так. Буратино. Кстати, да, Буратино. Тоже такой. Путь Таро Ходоровский. Интересно. Вот. Давайте. Так, чтобы все сообщения были видны. Мне там нужно кое-кого забанить. Одну секундочку. Вот. Тут такой какой-то персонаж прям. Какой-то такой мутный. Так. «Облачный атлас». Отличный фильм. Да. Как вы относитесь к массовому увлечению Таро в том плане, что люди потом тысячами продают свои услуги за 300 рублей? Ну, там и совет такой рублей на 300. Ну, вот Лия Сорока пишет, так они отвечают на 300 рублей. Ну, это их дело. Что я что-то кому-то должен запрещать? Или, ну, мы права такого не имеем людям что-то запрещать, да? Ну, профанов хватает в любой профессии, да? Хорошие мастера, у них всегда запись, у них всегда очередь, да, скажем так. Тут даже вот сталкиваешься в бытовых каких-то вопросах, записаться к какому-то плотнику, да, у него очередь на пару месяцев вперед от того, что это хороший плотник, да, и как бы, соответственно, он занят все время работой, и нужно дождаться, когда, собственно, он освободится и до вас доедет. Того, что он пользуется спросом. И услуги его стоят, как правило, дороже, чем 300 рублей. Так что тут такое, к сожалению, сейчас в интернете очень много того, что, ну, на самом деле не особо качественное. Но так как обыватель, он не очень... Так как обыватель это обыватель, он и не понимает, что хорошо, а что плохо. Поэтому, ну, это такое зло, с которым нет смысла бороться.
оно само с нами путешествует вот всю жизнь и так и будет. Всегда, всегда такое было, всегда такое будет. Ну, не бывает так, чтобы в какой-то профессии все только великие мастера и такие молодцы. Есть и жулики, есть и какие-то непрофессионалы, есть какие-то любители, есть просто деньги люди зарабатывают без вообще понимания того, что это такое. Так что... Как в таком случае можно понять тогда, знает таролог свое ремесло или нет? А возможно, есть какие-то маркеры, если уж 300 рублей. Ну, во-первых, маркер очень четкий, ясный. Если человек вам скажет, я точно знаю, почему, как работают карты Таро, либо дурак, либо жулик. Если он скажет, я вам гарантирую, что у вас будущее будет идти вот так, как я вам скажу, либо дурак, либо жулик. Ну вот, потому что гарантировать в картах Таро невозможно. Поэтому хорошего специалиста можно спросить, вы гарантируете, что ваше будущее сбудется? Если он скажет честное пионерское, да, то значит это жулик, либо дурак. Вот. Либо излишне самоуверенный специалист, которого еще просто, ну, как бы земля, вернее, жизнь об землю не приложила. Хороший специалист скажет, ну, это зависит от множества факторов. И в первую очередь от клиента. Да? Вот такие дела. Заказала книгу о сказках, уже хорошо. Вот «Путешествие дурака» не вижу пока нигде. «Путешествие героя». «Путешествие героя». «Путешествие героя» Банскофа очень сложно найти. Ищите электронные версии. Электронные версии еще можно приобрести безнаказанно. Ну, в хорошем смысле, да. То есть скачать себе на устройство за денежку там в магазинах. Потому что в бумажном варианте путешествие героя сложно найти. Джозефа Кэмпбелла проще найти от того, что он сейчас такой как популярный. А вот Пропа просто интересно читать. Он тяжеловат чуть-чуть для легкого чтения, но вот то, о чем там говорится, Проп вообще великолепен. Это, ну, очень круто, здорово. Вспомнила сказка о коньке-горбунке, тоже думаю о пути героя, начиная с нуля. Да, совершенно верно. Там и близость к смерти, потому что надо скакать в котел с кипящей водой, и злой царь сварился в кипятке, а правильный герой, он оттуда выскочил, наоборот, преображенным, всем таким красивым, как там, я не знаю, Брэд Питт, и еще и полцарства в придачу ему за это. Красота. Хайо Бансхов, Таро хороший советчик. Таро на каждый день еще есть. Вообще, Бансхофа можно все читать. Смело все читать, обязательно что-то пригодится. Вот. Здравствуйте, Роман, я делаю расклады, и у меня все сбывается. Все, да? Ясно. Отлично. Очень, очень за вас рад. Очень за вас рад. Все не сбывается. Вот так, чтобы все сбывалось. Но такого не бывает. Потому что, скажем так, когда к вам приходит клиент и задает вопросы, вы даже при всем том, что вы ему предсказываете какой-то наиболее вероятный путь развития его ситуации, и все указывает на то, что персонаж пойдет по этому пути. Человек такое непредсказуемое существо, ему вот очень хочется иногда свернуть с этого прямого и правильного пути и сотворить какую-нибудь ерунду. А потом приходит и говорит, пан Роман, вот вы сказали, что будет вот так, и оно так и произошло, а я как бы вот не с этой стороны, вот как бы вот теперь скажите, пожалуйста, еще раз, я хочу теперь сделать так, как вы сказали. Интересно. Вот, путь героя есть в электронном виде на разных ресурсах, и как за деньги, так и в открытом доступе. В открытом доступе это, вероятнее всего, пиратская версия, потому как Хайо Бансхоф, он как бы наш с вами современник. И авторские права, если вы уважаете, скажем так, личность автора, воровать его книги нехорошо. Вот.
Я не о вас, я, в принципе, всем, чтобы люди задумались о том, что они делают. Так. Иногда я делаю расклады и вижу видение. Объясните, пожалуйста, как так получается видеть видение? Ну, это у вас надо спросить. Я видение не вижу, мне информация идет в другом виде. В непосредственном, скажем так. Не в виде картинки, не в виде каких-то слуховых галлюцинаций, либо каких-то покалываний кончиков пальцев. Мне информация просто приходит в виде знания, да, то есть на меня обрушивается как бы эта информация, и я только пытаюсь успеть сообщить клиенту, пока она как бы не пробежала мимо, эта информация. Вот. Алена Шопова пишет: Карина, и как у вас все сбывается? Вариативность настолько большая, что все предсказать невозможно. Мне это напоминает анекдот, когда мужчина в возрасте, там ему 70 лет, да, приходит к врачу и говорит: доктор, вот скажите, у меня проблемы с женщинами, очень сложно порой бывает что-то осуществить, потому что, ну, вот мне там уже 70 лет, да. Иногда вот хочется, а вот не могу. Вот что делать? Доктор говорит: слушайте, вам же 70 лет. Говорит: ну 70 это 70, но вот у меня сосед, ему 80. И он мне рассказывает, что у него там с дамами все очень прекрасно. Там 2-3 раза в неделю. И рассказывает очень, ну, убедительно, я ему верю. Ну что доктор говорит: ну так и вы рассказываете. Понимаете? Вот. Так что, может быть, да, в самом деле все сбывается. Если очень сильно верить, то, конечно, сбывается все. Ну, надеюсь, сарказм уловили. На Авито старые книжки продают. Кстати, да, вот эти вот сервисы в разных странах. В Польше Allegro, Авито это где? Это Украина, Россия? Не знаю. Ну, вот где-то там. Конечно, пиратское, это ясно, просто есть оно такое. Ну, есть. И что теперь? Так есть и много другого, как бы нехорошего зла. Не такого опасного, да. Есть всякие убийства, насилие. Есть воровство авторской собственности. Оно, конечно, не сравнимо с убийством, насилием и прочим таким. Но, по сути, это тоже зло, только как бы маленькое. Какая разница, это большой противный таракан, ужасный, который может вас загрызть, либо маленький гадкий тараканчик, который лазит. Ну, в принципе, что там страшно, подумаешь. Вот, я это что-то, ну, в таком вижу разрезе. В каких моментах не надо обращаться за советом к Таро? Скажем так, если у вас не все в порядке с психикой, вот тогда нужно обращаться к психологу, психиатру, то есть к врачам. Либо, если у вас что-то не то со здоровьем, в таком случае надо обращаться к врачам, которые занимаются здоровьем. Вот в этих случаях ни в коем случае нельзя обращаться к Таро. Ну и то же самое могу сказать по беременности, потому что там есть свои нюансы. В Украине без проблем можно купить путь героя. Ну, отлично, отлично. Хорошо. Роман, вы привели пример, что у каждого человека информация при работе с Таро приходит разными путями. Каким образом можно найти свой информационный канал? Приходит свое время или есть способы его найти? Есть способы его найти, конечно. Просто берете и перебираете все известные вам способы. Пробуйте, пробуйте. Никто вам не скажет, кроме вас, как у вас это получится. Потому что тот способ, которым приходит информация вот из коллективного бессознательного через ваше личное бессознательное, да, это ваш личный путь. Есть какие-то общие варианты: медитация, музыка, какие-то физические способы, гипервентиляция легких, или там йога, или вот некоторые люди бегают, и им как бы в голову мысли валятся. По-разному, по-разному, по-самому разному. Какие-то медитативные практики чаще всего. Кто-то какие-то вещества, чего я не рекомендую, как бы это такое
сомнительное. У всех по-разному. У всех по-разному. Вот такие дела. Так что пробуйте. Я пробовал разные. Я йогу пробовал, я пытался видеть какую-то там эту самую ауру. Вот в физическом у меня zero, 0. То есть я с физикой этого мира не связан информационно. Я как напрямую, да, просто вот идет информация. Ее, конечно, порой сложно бывает в какой-то форме выразить. Но вот для этого и нужны книги типа Бансхофа, типа Кэмпбелла, Пропа, чтобы понять символику и облечь это в какую-то понятную для себя и для клиента символику, какую-то визуальную форму, объяснить, пояснить как-то то, что ты чувствуешь внутри. Вот такие дела. Это не магия, а наука, мозг, знание, психология. Ага, ну удачи, хорошо. Если все сводить к науке, то в сильном эмоциональном волнении искажается информация, гадать нельзя. Надо сначала успокоиться, войти во внутренний баланс. Ну, имеется в виду, скажем так, обращаться к тарологу. Там, я так понял, так вопрос задавался. А если к таро, то да, вы верно говорите. Если вы сами гадаете, то как бы, если вы на нервах, эмоциональненько что-то не так, голова болит, расстроены сильно, либо наоборот, экзальтированы очень чем-то, да, ну, не стоит. Надо успокоиться, утихомириться. Я обычно перед работой минут 10-15 сосредотачиваюсь, успокаиваюсь, какую-то музыку слушаю такую, тун-ду-дум-дум-дум, что-то такое вот. Роман, вы все-таки будете изучать то-то? Время надо найти. Надо найти время. Таро то-то это очень интересный феномен, это очень интересная колода, но она требует очень серьезного подхода. Вот. И не факт, что это окупится. От того, что в принципе-то те же, только в другую сторону, в отличие от Уэйта. Интересный вопрос, не совсем по теме. Меняются ли пищевые привычки, когда человек начинает работать с Таро? Заметила, что пропал интерес к тяжелой пище, забивается тонкая энергия. Можно назвать это так. Вот. Главное не впасть в зависимость от быстрых углеводов, от сахара. Потому что мозг, когда вы активно работаете мозгом, да, то он требует повышенного количества энергии от тела. 20% энергии, получаемой из пищи, питают мозг, уходят непосредственно в мозг. И причем это как бы и есть быстрые углеводы. Поэтому умному человеку очень хочется там шоколадкой перекусить, либо что-нибудь такое из-за этого ума, чтобы этот ум питать как-то. Вот, поэтому поаккуратнее с этим надо. А изменение пищевых привычек происходит из-за сознательного изменения точки зрения на жизнь. Это скорее не карты Таро дают, а в принципе эзотерика дает, да, как-то по-своему, по-другому начинаете видеть мир. Через какое время обычно придет понимание карт? Изучила символику, просмотрела все ваши видео по картам, запомнила основные значения, но подбирать правильно под вопрос пока не могу. Дайте совет, пожалуйста. Любовь, очень просто. Делайте расклады. Делайте расклады. Изучать можно очень долго. Просмотреть все видео можно. Но это, как знаете, это тщательно изучить теорию там и физику плавания, но на берегу. С этими знаниями, конечно, в воду лезть спокойнее, да, но пока вы не нырнете в эту воду и не начнете вот правильно, как вы изучили на теории, махать руками, да, грести, там, ногами болтать, дышать правильно, вы не поплывете. Понимание карт приходит настолько быстро, насколько вы делаете расклады. Чем больше раскладов вы делаете, тем быстрее придет понимание карт Таро. Это только вопрос опыта. Я постоянно всем говорю, делайте расклады, неважно. Ну, важно, конечно, чтобы эти темы были важные, серьезные, но делайте. Чем больше будете делать, теория это теория, а навыки это приобретенный опыт.
Роман, получается, люди, которые ко мне обращаются, мне очень верят. Ну, я не знаю, я не знаком ни с вами, ни с вашими клиентами, поэтому сказать ничего не могу. Но утверждение о том, что у вас всегда все сбывается, оно очень сомнительное. От того, что ну, наш мир не идеален, и то никто не может работать идеально, понимаете? Ваша рубашка гармонирует с микрофоном. Надо менять рубашку или микрофон. Как-то так слишком много краснопятнистого, да? Окей. Вы что-нибудь слышали про колоду Астрал Таро? Там у каждого аркана свой автор. Ой, очень плохая идея. Очень плохая. Мне кажется, это очень плохая идея. Извините за такую жесткость в формулировках. Но мне кажется, колоду должен делать один автор. Потому что это путь одного героя. А не так, что... Это не эстафета. Понимаете? Так, прочитал все рекомендованные книги, но вот как-то красиво дать рассказ по картам не получается. Ну, может, не у всех есть способность складно говорить. Я тоже не считаю себя супероратором. Меня упрекают все в каких-то словах-паразитах, в этом вот о занудстве. Ну, стараюсь. Просто старайтесь, делайте лучше, каждый раз пытайтесь сделать еще лучше. Вот и все. Все, что я вам могу посоветовать. Роман, подскажите, прошивание карт даст возможность больше прочувствовать их впредь, как один из способов понимания карт в работе, если пока не трогать расклады? Вы не поняли немного. Просто взять карту с нуля и пытаться ее прожить, и таким образом ее понять, вы не сможете. Потому что вы не понимаете, как проживать карту, потому что вы не понимаете ее смысла. Смысл карты вы начинаете понимать из расшифровки символики, когда вы делаете расклады. Это обратный процесс, понимаете? Чем больше вы делаете раскладов, тем лучше вы понимаете карты Таро. И, соответственно, тем лучше вы понимаете жизнь. Потом это начинает работать в какой-то момент в обратную сторону. Это как учеба. Мы учимся жить. Нас учат. Мы на раскладах учимся как бы понимать жизнь и, соответственно, помогать в этом же процессе людям. Это как студент на 5 годах обучения. Сначала студент работает на зачетку, а потом зачетка начинает работать на него. Сначала вы изучаете через практику карты Таро, потом вы их понимаете, оглядываетесь на свою жизнь и начинаете менять свою жизнь под правильное видение, ну, скажем так, под этот миф. Начинаете встраивать как-то уже более гармонично. Вот такие дела. Вот за этим нужен этот большой миф, понимаете? Чтобы свериться. Это дорожная карта. Каждый идет в свою сторону, но этапы пути у всех примерно одинаковые. Так. Я прошу прощения, если я некоторые вопросы пропускаю, потому что что-то сегодня как-то так активно очень народ. У меня изначально Таро изучалось для себя, а потом обстоятельства так сложились, что меня как котенка в воду окунули и пошла работать с клиентами. Можно сказать, что это был единственный выход из ситуации. Ну, у всех бывают свои истории. Как думаете, можно ли работать с Таро незамужним девушкам? Просто один таролог в Ютубе сказал, что нельзя, и это сильный и опасный эгрегор. Ну, такие вопросы надо задавать этим одним тарологам этим, вот, да. Я считаю, что, скажем так, незамужняя девушка с трудом понимает мужскую сторону вопроса. Замужняя уже как-то имеет больше опыта общения с мужчинами и понимает этот мир уже с обоих позиций, и с мужской, и с женской. Точно так же, как мужчина, который убежденный холостяк, и у него нет семьи, у него понимание жизни будет перекошено слишком в мужскую сторону. Понимаете? И он не будет понимать женщин от того, что он не общается с ними так плотно, как муж с женой. Вот. Это не то, чтобы им нельзя работать незамужним девушкам. Им просто будет очень сложно. Вот.
Можно про нее с беременностью чуток инфы. Но это такая инфа, которая, опять же, на уровне соответствий. Дело в том, что вот есть мир живых, да, вот наш материальный мир, и есть как бы потусторонний мир, в котором нет времени, в котором вся информация существует одновременно. Это вот то самое коллективное бессознательное, да, в которое мы погружаемся, и где содержатся, ну, как бы считается, все души, да, тот самый мифический мир мертвых. Вот есть мир живых, материальный мир. Все, что не мир живых, это мир, соответственно, мертвых. Другая его сторона, невидимая нам, пока мы здесь находимся. Вот карты Таро — это работа с хаосом, с хаотическим вот этим ощущением. И это, конечно, потустороннее ощущение. Это не научное, не нашего мира ощущение. Как любая магия, как любая иррациональность и хаотичность. Поэтому, когда беременная девушка берет в руки карты Таро, она как бы немножечко заходит на территорию неживого мира. И дети это тонко чувствуют. Вот этот хаос, эту внутреннюю неуверенность, запутанность и в чем-то страх, это не полезно для, скажем так, будущего ребенка. Я бы не рекомендовал, настоятельно бы не рекомендовал. Роман, я по национальности цыганка, у меня мама, бабушка тоже делали расклады людям и не только. Ну, хорошо, я с большим уважением отношусь к цыганской традиции. Но есть цыганская традиция, и есть тарология. Это как бы вещи параллельные, порой связанные, порой нет. Вот. Я как таролог, я считаю, что стопроцентной вероятности быть не может. Но, насколько я знаю, в самом деле цыгане считают, что абсолютно точно верно, да, и вот все, никаких сомнений быть не может. Если это, как бы, если это традиция вашей культуры, я ничего к этому не имею ни негативного, ни... Ну, я тут не за, ни против. Я только могу сказать, что я с большим уважением отношусь к многовековой традиции цыганского гадания. Сам туда не лезу. Со своим уставом в чужой монастырь не суюсь. Вот. Читала, что Юнг не давал объяснения магии, но ввел понятие синхронистичности. Да, есть такое. Это принцип, по которому карты Таро работают. Было бы интересно, Руслана пишет, было бы интересно от вас эфир, как был у вас в начале пути как таролога. Нам это поможет быстрее преодолеть страх. Преодолеть страх поможет практика. Просто берете и делаете. Никакие мои россказни вам не помогут преодолеть страх. Просто делайте. Я тоже начинал с нуля, я тоже ничего не знал, мне тоже было страшно. Но мне было интересно, кроме всего этого прочего. Я шел за своим любопытством. Вот. Вот и все. И история, скажем так, моего жизненного пути как таролога, она есть на YouTube, там, кто такой Пан-Роман, либо что-то в этом роде, поищите на канале. Все есть, я уже делал такой эфир. Повторять уже как-то, ну... Какой-то жизненный опыт нужен для работы, мне так кажется. В юности совсем понимание и видение мира другое. Да, Наталья, совершенно верно. Пока человек не пощупал своими руками что-то вот реальное такое, пока не споткнулся пару раз, мы учимся на ошибках. Есть, конечно, молодежь, которая учится очень быстро. К сожалению, у них там жизнь сложная, да, и заставляет их учиться. Но... Допустим, принцип того, что сначала надо как бы жизнь пощупать, а потом в какую-то пытаться разобраться в хаотическом в чем-то, в иррациональном. Что сначала нужно там сколько-то лет прожить. Это традиционный принцип. Например, в Кабалу не позволено было вовлекать людей младше 40 лет и женского пола. Кабалой раньше занимались только мужчины старше 40 лет. Считалось, что вот так правильно. До 40 лет смысла нет, а женщин вообще им это нельзя. Ну вот раньше так считали. Ну раньше женщинам очень многое было нельзя. Вот. Ну и, собственно, Кабала — это, опять же, передача информации от ученика, от учителя к ученику, такая преемственность. Там даже подписывался специальный договор, да, о том, что вот
ученик имеет право практиковать каббалу, потому что учился у этого учителя. В принципе, оттуда и идет вот фразеологизм «попасть в каббалу». То есть вот подписать договор, который нарушать нельзя, иначе тебя не будут считать специалистом. Да? То есть такая вот как бы письменная клятва одному человеку причем. Вот как-то так. Поначалу, не имея опыта, расклады попадали в точку. Сейчас, имея какой-то опыт, но изменив колоду на новую, врут. А колода та же, того же типа. Если того же типа, то это ваше внутреннее чувство, вы просто себе не верите. Если той же колодой, такой же колодой работаете, только новой, как бы разницы нет никакой. Только ваше внутреннее ощущение. Это как плацебо. Да? Ну, только в минус. Так что так как-то. Исключительно сила уверенности в себе позволяет человеку делать правильные трактовки. Таро хорошо считывает настоящее, но не показывает будущее. Как вы считаете, почему? Вас не показывают? Меня показывают. Ну, во-первых, будущее многовариативно, и оно показывает, ну, собственно, все зависит от понимания, четкого понимания текущей ситуации. И, опять же, умение читать карты. Без этого тоже никуда не пойдет. Может быть, вы больше смотрите в прошлое. Особенность характера, да. Опять же, по-разному, может быть. Тут у каждого по-разному, может быть. Все-таки Таро — это хаотический инструмент. Определенные там какие-то общие такие закономерности там есть, но четко прописанных законов нет. Скажите, пожалуйста, а как связаны карты Таро и Древо Сефирот? Это тоже путь героя? Своего рода. Древо Сефирот — это схема устройства нашего мира на разных уровнях понимания этого мира. Это, скажем, такая очень своеобразная, образная картина пути героя. Вот, она... Это сложно описать. Но мне это не очень нравится. Я не поклонник каббалы. Мне вот больше Таро нравится. Таро и астрология. И иногда после раскладов и трактовок чувствуешь как будто упадок сил. С чем это связано? С умственной деятельностью. Как я уже говорил ранее, мозг в моменты, скажем так, активности, активной интеллектуальной работы, осознанной, потребляет дикое количество энергии. Вот. Он в обычном-то состоянии жрет 20% энергии, которая телу нужна. Вот. То есть сама голова — это 15-20% от веса тела, ну, 10-15, что-то такое, да? Вот, а жрет больше, чем положено. Поэтому, если вы устаете, ну, выпейте чай с сахаром, либо там в прикуску с шоколадом, это будет более правильно, потому что шоколад — это углеводы быстрые, но на жировой основе они чуть замедляют эти быстрые углеводы, но вот лучше всего пару плиток шоколада съесть, если вы чувствуете, там, вам там не очень хорошо. Если помните, в Гарри Поттере было, да? Съешь пару плиток шоколада, это поможет от обморока. Так оно и есть. То есть это такая, как это, реальный совет, хороший совет. Роман, я вернусь к теме Тота как любитель. Это шедевральная колода. Словами не объяснить, но она работает. Мне бы хотелось от вас услышать трактовки колоды. Я понимаю. А мне бы хотелось найти время, чтобы изучить это непременную шедевральную колоду. Но пока у меня вот прям так, чтобы полностью отдаться этой колоде, у меня времени нет. Есть много как бы более актуальных. Не то чтобы более интересных, более актуальных моментов моей работы. Не читали книгу Таро это как система от Андрея Костенко? И что можете сказать, если читали? Можно почитать для общей картины, для общего развития. Но, опять же, я бы не советовал ссылаться на какую-то книгу, как на истину вот в последней инстанции. Чаще всего вот то, как система, да, ну, я тоже говорю система, но система, опять же, в Таро, она не поддается четкой градации, она такая очень плавная, очень
с зыбкими очень границами. Поэтому, к слову, система стоит относиться аккуратнее чуть-чуть. Карты показывают правильно, но бывают ситуации, которые просто не могли прийти в голову. Мы не ясновидящие все-таки. Ну почему? Есть ясновидящие. Есть какие-то моменты, которые и без карт Таро работают. У меня достаточно часто бывают моменты, когда я предугадываю будущее, да, но, скажем так, не особо обращаю на это внимание. Как-то так интуитивно, скажем так. Вот. Мы с женой уже научились эти моменты замечать. Это так интересно, забавно бывает. А порой не очень забавно. Порой совсем как бы не хотелось бы. Вот. По вашему предложению могу сказать, что карты показывают правильно в самом деле. Карты всегда правильно. Карты не врут, да? Человек не всегда верно их трактует. Ну, я придерживаюсь такой точки зрения. У меня получается трактовать неплохо, но все еще стесняюсь брать деньги за расклад. Последний раз получила большую шоколадку, вот пью с ней чай. Ну, если стесняетесь, значит это, как это, значит вам не надо. Если вам надо, то человек, как правило, стеснение может преодолеть. Связана ли система Таро с божественным, а не только с миром хаоса? Смотрите, несомненно. Потому что божественное это некий порядок. Упорядочивание, скажем так. Да? Вот в Таро все-таки есть та самая система. В Таро есть определенный порядок. Да, определенная форма. Вот. С миром хаоса в Таро связано способ его действия. Объяснение, как и почему действуют карты Таро, это хаотическое, иррациональное. Это вот та самая синхроничность, о которой писал Карл Густав Юнг. А вот сама система Таро визуальная, упорядоченность этих арканов, да, система 22, 22, 40, 16, стандартная система Таро, вот это определенная, упорядоченная, божественная, как бы, мысль, скажем так, облеченная в некоторую форму. Чем меньше порядка, да, например, оракул, в котором меньше порядка, меньше системы, он уже не такой божественный, как бы, да, он более хаотичный. Еще более хаотично вот гадание на картах Таро и там взгляды в хрустальный шар. Там как бы у человека нет системы, ему просто вот как-то хаотично и рационально валится инфа. Это ближе к хаосу. Роман, я вас очень уважаю, вы очень интересно и понятно преподносите людям, очень вам благодарен. Спасибо вам за приятные слова, мне тоже очень приятно, что меня хвалят. Это, конечно, приятно всегда. Я пропустил эфир, про какие книги был разговор. Секундочку. Про книги... Про книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Про, скажем так, про структуру мифа. Про символику мифа. Это исторические корни волшебной сказки Пропа. Особенно для, скажем так, для славянской культуры. Для общеславянской культуры хорошо. И, конечно, Хайо Бансха «Второе» и «Путешествие героя». Вот эти три книги. Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой» или «Герой с тысячью лиц». Второе «Путешествие героя», как, собственно, скажем так, специализация на Таро. И Проп, Владимир Проп «Исторические корни волшебной сказки». Это уже, скажем так, нащупать символику. Там не столько четкая структура, сколько как бы пояснение символов. Это вот такая самая шершавая книжка, самая такая вот чувствующая символы. Очень крутая. Вот такие дела. Путь героя — это и есть путь к Богу. В каком-то смысле, да. Кто как видит.
кто как видит. Кто видит к Богу, кто видит к себе, кто видит в нирвану, кто к самости, кто к избавлению от колеса сансары, кто в перерождении. Но это что-то вот такое вообще есть. Просто все по-разному называют. Спасибо за информативный эфир. Надеюсь, он был информативный. Надеюсь, вам это было полезно и интересно. Окей, хорошо. Тогда будем на сегодня заканчивать. Вот. Само собой, все это будет в записи. Увидимся с вами на следующей неделе. И до новых волнующих встреч. Всем до свидания. Всем пока.